Всем привет, дорогие друзья! У меня сегодня в гостях, та-дам, я думаю, вы уже все узнали, да, это Оксанка Терехова. Я посмотрела ее последнее видео, а также посмотрела видео Танюши. И узнала, 30-летний бьюти-блогер. Да, и узнала, что, оказывается, они уже такие сильно возрастные, такие старые. Вот, они себя так описали, да, что, о боже, YouTube для тех, кому за 30, он просто не раскрыт, и мы вот сейчас будем покорять вершины. И вот, и у меня по этому поводу возникла идея. Вы меня часто просили сделать, да, выполнить запрос по поводу возрастного макияжа. В принципе, на Оксанке не будет прям такой возрастной макияж в классическом понимании, потому что Оксанка на самом деле не такой же возрастной человек, как она себя представляла в своем видео. Немножко. Да, чуть-чуть где-то там, может быть, кто-то может рассмотреть. Поэтому такой чисто символический, да, но информацию, которую я хотела бы вам дать по возрастному макияжу, я вам ее расскажу. А вы сравните вот то, что делала я на себе, и то, что сделает красотуля наша Нинуля. Вот, в чем найдите 10 отличий и сложите в рядок, и будем смотреть. Вот такое вам огромное домашнее задание. Сложите, разделите. Да, ладно, будем начинать. Первое, что мы сделаем, мы поработаем немножко тоником. Ксюша у нас, конечно, красота, она у нас чуть-чуть накрасилась перед тем, как приехать. Мы буквально освежим личико, снимем дорожную пыль, которая припала. Так, первое, что мы будем использовать, это база под макияж. В возрастном макияже, я сейчас немножко процитирую Таисию Григорьевну Васильеву с ее мастер-класса. Возрастная женщина должна немножко поблескивать. Но не в том плане, что там должны какие-то блестки быть на лице, да, и подчеркивать только морщины. А в том плане, что кожа должна выглядеть такой очень сильно ухоженной, отполированной. Такой эффект нам дают базы люминайзинг, то есть базы, которые носятся под тональный крем, и они имеют вот этот эффект такой отполированной кожи. Очень-очень тонким слоем, и не обязательно на все лицо, буквально вот на самые выдающиеся, да, наши части, на Т-зону мы наносим эту базу. А что делать, если я хочу таким всегда выглядеть полированной? Ну, покупай. Такие базы есть не обязательно там в профессионалке. Кроме того, Smashbox это, я бы сказала, полупрофессионал. С возрастной женщиной лучше всего работать руками, не кистями, а руками, и уж тем более не спонжем. То есть лучше поглаживающее движение теплыми ручками, но ни в коем случае не вбивающее движение спонжем, и кистью тоже как бы не очень желательно, поскольку... Так что не придется тратиться на кисти MAC. Да. Хорошая экономия. Но это имеется в виду именно, когда визажист делает скорее, чем сама себе. Сама себе можешь мазюкать, что хочешь. Но вот по ощущениям, по энергетике, возрастная женщина, она обычно любит, когда ее поглаживают, когда ее там подтирают где-то. Ей в жизни этого так не хватает. Подтирают, да. Скажу по поводу того, что я слышала на мастер-классе Таисии Григорьевны, и в принципе то же самое я и на своей практике ощущаю. Когда мы делаем макияж возрастной женщине, когда, немножко так сразу оговорюсь, я сейчас имею в виду женщина 50+, да, 40+, она еще совсем молодая, то есть там я ее не отнесла только, то есть к возрастному я бы ее отнесла только с точки зрения кожи, но не с точки зрения поведения. С точки зрения поведения это 50 и выше, когда женщина уже достаточно взрослая, и она в вас пытается найти подружку и всячески пытается с вами подружиться и все такое. Я и Таисия Григорьевна очень сильно не советовала с ними прям так сильно подружиться, потому что они очень любят со временем садиться на головы. Они потом звонят вам и просят сделать очень быстро, очень срочно и бесплатно какой-то макияж и все такое, потому что думают, что вы уже прям вообще очень-очень большие подружки и готовы с ними буквально на все. Хорошо, когда на курсах, да, вот такие вот психологические вещи рассказывают. Ну, это у нас, опять-таки, не на курсах рассказывали, а вот на мастер-классе. То, что я получила информацию на курсах, намного меньше и намного поверхностнее, чем что я получила на одном всего лишь мастер-классе. Ты у нас давно не загорала? Я почти не загораю вообще. Хорошо. Я использую легкий довольно-таки тональный крем. Он не флюид, он более классический тональный. Но я его использую совсем немножко и тоже зонально достаточно. То есть не нужно замазать тональным всю модель нашу, красавицу.
Да, и Даже опять-таки пальцем, это да? тоже, да. То есть здесь я стараюсь работать пальчиками. Вот буквально то, что мы сильно так заблестели, да, мы типа сейчас его тональным чуть-чуть убираем вовнутрь. То есть вот это свечение, оно происходит у нас через тональный, как изнутри, как будто бы все-таки действительно эта кожа у нас светится. А не тональный крем. Да, а не тональный крем и не база. Выглядит изнутри такое приятное, как будто бы очень, да, вот то, что я говорила, очень ухоженное. Как будто бы Свечение при кожа. этом не перекрывает. Ну как, опять-таки, оно вот как будто бы это так и надо, грубо говоря. Оно не выглядит свечением как таковым, оно выглядит именно отполированным, ухоженным, таким выглаженным. Если есть какая-то пигментация, мы ее тоже немножко тональным убираем. Вот здесь, например. Профессиональные тональные средства, они достаточно пигментированы, у них очень много пудрового составляющего, и зачастую даже для вот легкой пигментации, которая у Ксюши идет вот у края роста волос, не требуется консилер дополнительный. Зачастую вы увидите, что возрастным женщинам не наносят тональный крем, а наносят только консилер и только на Т-зону. Это тоже можно использовать. Если там действительно проблема на Т-зоне, тогда все вот эти такие какие-то сосудики, красные пятнышки это перекрывает. Но снова-таки, возвращаясь к теме того, что Оксанка у нас довольно молодая, у нее этих проблем еще нету, но все же пользуемся тональным кремом. По поводу сосудиков, кстати, скажи мне, вот как кожа без макияжа. Я считаю, что у меня красные щеки. Как ты скажешь на это? Вот? У тебя замечательные красные щеки, я с тобой согласна. Не, ну правда, сосуды близко, да? Ну, это сосуд близко. Ну, сосуды видно, такие звездочки чуть-чуть есть, я вижу их. То есть я предполагаю, что и поэтому на эту тему не очень люблю яркие румяна. И стараюсь их так совсем чуть-чуть. Ну да, но если немножко. мы перекрываем, опять-таки, если ты действительно тебя тревожат твои красные щечки, ты хочешь эту красноту перекрывать, ты я можешь хочу пользоваться румянами всего лишь, поэтому да, надо красноту убрать. Да, совершенно верно. Перекрывать красоту, перекрывать красноту можно вот такими базами, да. То есть такая, как у нас была люминайзин, есть зеленая, она не выглядит зеленой на лице, она выглядит прозрачной, но красоту нашу, она... Вот тональный крем, да? Да, подтональный, так же, как и любая база. И я советую не закрывать глаза, когда мы смотрим вниз. Когда мы закрываем глаза, у нас получается ряд морщинок у линии роста ресниц. Поэтому, да, вот не надо этого делать. Уже я смотрю на пол. Я, честное слово, не ткну тебе пальцем в глаз. Очень осторожно прорабатываем зону вокруг века, буквально такими чуть-чуть подтушевывающими движениями. Если удобно, можете лезть сюда кисточкой какой-нибудь мягенькой. Я сейчас тоже возьму, наверное, кисточку и залезу туда. У меня это кисть MAC 195 кисть для консилера. Она очень-очень мягенькая, плоская кисточка. Я чуть-чуть наберу этот тональный крем. Вот здесь мы сейчас все-таки будем использовать чуть-чуть консилер, поскольку у Ксюши немножко углубленные глазки вовнутрь, и нам их надо чуть-чуть вытянуть. Для этого мы возьмем консилер, который сделает зону вокруг глаз более матовой и более светлой. Особенно вот в этой части у Ксюши есть небольшие синячки, а также небольшие такие фиолетовые части, как покраснение. Боже, все рассказала про меня. Да. Мы берем достаточно жидкий консилер, тот, который используется для зоны вокруг глаз. Да? То есть твердые консилеры не используются для перекрытия каких-то определенных точечных эффектов, типа там красный прыщ, нам его замазать надо, я беру плотный хайлайтер и прям на прыщ и вбиваю его пальцем. А жидкие консилеры используются для каких-то больших зон, да, типа вокруг глаз. И не закрываем глазки, смотрим вверх, давай сначала по низу, чуть-чуть буквально, вот я пройдусь, и пальчиком чуть-чуть вбивая, притушевываю. Вот так. То есть буквально чуть-чуть. Не нужно его мазюкать, там такие круги большие. Но уже сработало. Мы видим разницу. Здесь стало светлее, а здесь осталось таким же темным. Вот еще есть вот такая зонка, я вижу чуть-чуть. Вот здесь у нас темноватое пятнышко. Мы его тоже светлым, провели. Да. Вытягиваем наш глазик чуть-чуть наружу. Из кустов. Из кустов, да. Но если приловчиться, сколько времени может занимать новый макияж модели? Ну, может, полчаса. Я уже себе нравлюсь, можно даже глаза не рисовать.
Вот, в принципе, да, мы Сразу на самом деле видим. Минус сколько? Сразу говори. Минус 50. Ты же у нас совсем 10 старая. точно. 10 сразу же. Да. Том-том. Причем вот мы как бы видим, да, что мы убрали вот эту темноту вокруг глаз, но тем не менее глазки стали чуть-чуть поменьше. Мы их больше сравняли как бы с лицом, получается, сделали такое все полотно. И сейчас мы на нем будем какие-то эффекты, объемы вырисовывать уже. Мы будем использовать в данном макияже минеральную пудру. Как вы знаете, минеральные пудры не наносятся сверху на тональный крем, да, то есть минеральная пудра, она и есть тональный крем, и сверху она закрывается вуалью. Но мы для того, чтобы вернуть коже такое еще большее мерцание, не сделать слишком матовым этот макияж, мы используем минеральную пудру, потому что вот этот, да, как цвет минеральной пудры, он дает немножко это мерцание. Мы просто не будем закрывать его сверху вуалью и будем наносить буквально местами. Возрастная женщина не должна быть слишком запудренная, матовая. И все такое. Ура! Мы добились своего. Мне уже ухо режет это название. Да, я тебя сегодня этим названием достану. Да? Я возьму свою кисточку кабуки. У меня это многим, которые не нравится кисть ар-деко кабуки, она достаточно жесткая. Но я когда общалась, скажем так, с профессионалами по минеральной косметике, они сказали, что она неплохая, потому что самое главное в кистях кабуки для минеральной косметики ее плотная набитость. Вот эта кисть достаточно плотно набитась. Да, она жестковата, поэтому она не очень приятная к лицу, но она очень плотно набита, поэтому она подходит неплохо. Помазок такой, да. Набирается пудра вот такими движениями. Мы как бы промакиваем, да, получается, ворсинки открылись, а потом, когда мы поднимаем, они закрываются и вовнутрь напитывают к себя пудру. Все лишнее мы стряхнули. Я люблю вот так стряхивать, чтобы наверняка стряхнулись. И не минеральными движениями мы ее вбиваем, да, вот этими вот круговыми, да, а просто чуть-чуть обмахиваем вот те зоны, которые мы хотим вернуть им чуть-чуть сияние от минералки. Вот таким образом. То есть буквально легенько-легенько. Я всегда говорю о том, что пудры не нужно очень-очень много. Буквально 2 взмаха кисточкой, и этого будет достаточно. Не надо 30 раз набрать, 5 раз заматировать и 7 раз еще запудрить. То есть лицо должно выглядеть живым и, ну, как бы, о том, что женщина накрашена, в идеале, конечно, должна знать только сама женщина. Бровки. Мы сейчас чуть-чуть совсем сделаем бровки. Во-первых, потому что у Оксаны, она знает, что такое правильная форма бровей, она ее соблюдает. И кроме того, у Оксанки еще есть татуаж бровей. То есть мы только чуть-чуть добавим вот этой длины, потому что она заканчивается слишком, да, как мы помним по классической схеме. Вот здесь должна заканчиваться Оксанкина бровка. Вот сюда мы ее и доведем. Да, слишком длинной тоже не надо. Для возрастного макияжа бровь не должна быть слишком длинной, она не должна быть слишком короткой, она не должна быть абсолютно точно тонкой, потому что это немножко глупый вид создает у возрастной женщины. Ну и, конечно же, не брови Брежнева. Ксюша, я буду использовать карандаш для бровей Makeup Atelier. У Makeup Atelier карандаш для бровей всего в одном цвете существует, у них нет раскладки цветов блондин-брюнет, у них есть один цвет, который используется для всех, серо-коричневый оттенок. Также он отличается от любых других карандашей для бровей тем, что обычно карандаши для бровей они пудровые, то есть как такая сильно-сильно спрессованная пудра. Карандаш Atelier, он мягкий. И зафиксируем бровки. Это гель какой-то, да? Да, это все равно, что гель для волос. Можно взять... Нет, именно гель для волос. То есть можно взять, допустим, какую-то свою упаковку из-под туши, залить туда гель для волос, и будет тебе стайлер для бровей. Итак, мы плавно перешли к глазкам. И мы будем это делать, конечно же, в карандаше. Это делать несложно, на самом деле, даже немножко легче, чем в теневой технике, поскольку, опять-таки, форма, да, мы ее видим в карандаше, и мы ее можем легко исправить в карандаше, если что. Широкая плоская кисть, MAC 227 и белая матовая тень. В возрастном макияже белая матовая тень накладывается только туда, где будет карандаш. То есть не на все полностью века, как это делается для нас, молодых козочек, да? А только в те места, где будет карандаш. Чуть ниже смотрим. Я накладываю на внешнюю сторону подвижного века.
Белая тень наносится именно хорошо везде, и в складки, во все морщинки она прорисовывается, да. А уже карандашом мы будем танцевать мимо складочек, да, и заходить только на выпуклые части. Если у возрастной женщине вот здесь вот есть такой мешочек нависающий, да, мы его ни в коем случае белой тенью не трогаем, потому что он и так выглядит объемным. Если мы его еще и светлым цветом выделим, мы его еще больше выдвинем, да. У Оксанки, конечно же, да, так и есть. У Оксанки такого нет, у Ксюши наоборот, внутри у нас темная часть, поэтому мы ее высветлим белой тенью. А что делать той женщине? Не трогать, вообще не трогать. Вообще не трогать. Это будет, лучше пусть это будет выглядеть естественно, чем это будет чем-то подчеркнуто или нарочито запрятано. Потому что это уже никуда не денешь, что он уже все. Если ваш консилер скатался, у меня здесь такого нет, но в принципе, да, ничего страшного в этом нет, у вас неплохой консилер, все с ним в порядке. Это, естественно, как бы процесс, если у вас какое-то жидкое средство. Просто пальчиком его подтушевали, оно больше разошлось и больше не будет скатываться. Ну, если вы, конечно, не нанесли его в 3 слоя. Как всегда, мы начинаем с нижнего века, чтобы задать направление макияжу. Поскольку линия верхнего века, она опущена вниз, да, спускается, а линия нижнего века поднимается вверх. И нам нужно не опустить макияж, а наоборот поднять вверх. Поэтому мы подчеркиваем сначала именно эту линию. Чуть-чуть сюда головку. Чуть-чуть сюда. Смотрим туда. Карандашиком я наношу цвет возле морщинок. То есть морщинка – это углубление. Соответственно, если мне нужно вытянуть морщинку, мне не нужно ее закрашивать темным. Таким образом, я ее только больше углублю. Мне нужно, наоборот, оставить ее светлой, потому что на ней нанесена светлая белая тень. То есть я вокруг этих морщинок пляшу и создаю тень карандашом. Я прорисовала линию нижнего века и подтушевываю. Снова-таки плоская кисть. В моем случае это MAC 231. Я люблю растушевывать карандаш искусственными кистями, потому что карандаш имеет жирную основу, и жирные все продукты легче для меня растушевываются именно искусственными кистями. Кончиком кисти я хватаю цвет и оттушевываю в сторону объема. Объем у нас ближайший здесь. Да? Снова-таки вернемся. Впадина, объем. Соответственно, из впадины на объем я растушевываю края карандаша. Дальше смотрим. У нас что нам нужно сделать? Вот эту вот часть, она самая глубокая, и нам нужно ее выдвинуть побольше. Как это работает? Вот здесь вот немножко я даже расскажу вам по поводу того, как работать с нависшим веком. Да? Что такое убрать эффект нависшего века или что-нибудь еще. О чем говорит нависшее веко, допустим? Нависшее веко говорит о том, что вот этого объема слишком много, он слишком низко опускается. И нам нужно создать эффект, что этот объем начинается чуть-чуть выше. Да? Соответственно, мы должны сделать вид, что складочка эта все еще продолжается, что объем еще не начался. То есть мы должны затемнить выход из складки дальше, тем самым поднять объем выше. Надеюсь, понятно объяснила, да? Для тех, у кого века падающие, они... Да. Хорошо, чуть-чуть выше смотрим, да. Вот на выходе из складочки я наношу цвет. Здесь у Ксюши вообще все очень молодое, никаких морщинок нет. И все это я делаю достаточно смело. Не нужно мне плясать вокруг каких-то углублений. А если там морщинки, то получается, что не да, вокруг их, морщинок. То есть просто еле касаясь карандашиком, вот такими вот движениями, мы только по вот этим выпуклым частям наносим. Вот. У Ксюши мы видим такой вот эффект, чуть выше смотри. Вот отсюда как будто бы падает сильно это веко. То есть вот эта точка очень высокая, а это относительно этой точки очень низко. То есть я вот эту часть немножко подниму, да. Вот здесь аж до самого верха я не буду заштриховывать, но где-то до сюда я придам тень, чтобы поднять эту часть повыше. Работает плоскость карандаша, острие находится внутри складки. У острия цвет более насыщенный. Чем дальше от острия карандаша, тем цвет больше расходится. Вот так мы нанесли. И точно так же плоскостью кисти хватаем краешек цвета и оттушевываем в сторону объема. Впадина, объем. Впадина, объем.
Работаем всегда из впадины на объем. Так же, как у нас находятся наши естественные тени. Они не находятся у нас на объемах, да? Они у нас выходят из впадины, и становится тень мягче, 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 выходит на объем, и дальше пошел блик. Основа изобразительного искусства. Совершенно верно, потому что макияж – это и есть изобразительное искусство. И теперь нам нужно перейти отсюда на подвижное веко, то есть мы будем заштриховывать внешнюю часть подвижного века по диагонали, да, чтобы поднять визуально внешний уголок наверх. Снова-таки вокруг морщинок мы скачем. И теперь что мы делаем? Мы вот эту верхнюю линию соединяем с нижней линией. То есть отсюда, снова таки между складочек, мы доводим сюда. У Оксанки довольно-таки большая площадь подвижного века. Я чуть-чуть добавлю больше, чтобы почти до середины по нижнему краю доходила эта тень. И теперь точно так же плоскостью кисти хватаю краешек цвета и оттягиваю на объем. В данном случае объем находится на яблочке глаза. Видно, да, как вот эту часть мы подняли? То есть, как она здесь, вот прямо, видишь, здесь опущен такой вот большой объем. А здесь эта часть заглублена как бы вовнутрь, и видно, что объем начинается только вот здесь. Поэтому создает эффект вот такого вот, во-первых, 3D, во-вторых, правильного глаза, скажем так. Эффект правильного глаза. Молодого глаза. Да-да-да. И повторяем то же самое на втором глазике. Переходим к теням. Я буду использовать тени из палетки Makeup Atelier T22. Это самая палетка, которую Оксанка хочет себе купить, поэтому я ее буду использовать, чтобы Оксаночка посмотрела уже потом, да, что получилось в итоге, и решила, покупать это или не покупать. Я буду для начала использовать вот второй по темноте цвет. Начинаем мы с внешнего угла на середину. Из темного пятна переходить в цвет. Плоскостью кисти мы набираем цвет на кисть промакивающими движениями. Наносим тень по нижнему веку, там же, где мы начинали карандашом. Вот таким образом. Берем краешек и подтушевываем. И накладываем цвет в самый темный уголочек. Я наношу темный цвет везде, где у меня нанесен карандаш. Точно так же я не залажу в наши морщинки, а там, где карандаш, у меня наносится и тень. И краешек цвета точно так же на объем в сторону яблочка глаза оттушевываю с этой стороны. Также берем темный цвет. Я нанесла темный цвет на вот эту часть кисточки. Так, сбила. Ставлю этим там нанесенной частью на кисточку цвет в сторону складки глаза, острием в сторону складки. И получается, что я опять-таки промокнула и вытащила из складки наверх, да, этот цвет. Вот таким образом. Тоже там, где у нас нанесен карандаш. Дублируем как бы карандаш нашим самым темным цветом. И края цвета также хватаем краешком кисточки и подтушевываем в сторону ближайшего объема. Вот этот самый красивый, самый любимый персиковый цвет, тот цвет, ради которого многие именно покупают эту палетку. Он очень освежает, очень красиво наносится и выглядит на глазике. Набрала цвет и также промакивающими движениями наношу на яблочко глаза.
Я не буду в этом макияже использовать самый светлый оттенок, потому что он почти белый, и в возрастном макияже он не очень приветствуется. Я этот цвет продлю до внутреннего угла. И вот теперь я беру граничащий цвет, то есть переход от одного цвета к другой. Мы сделаем средним оттенком. Я его набираю на кисточку. И на граничку между темным и светлым цветом я им подтушевываю переходы. Здесь. И край цвета вот здесь. Здесь важно не набрать этого цвета слишком много, чтобы мы просто сделали, что этот цвет ушел в кожу, да, а не лег отдельным цветом. Обратите внимание, что я здесь не использовала. Я не использовала перламутр вместо тушевки. Я решила оставить этот макияж достаточно матовым. Но это не есть там что-то обязательное или что. Это просто мое данное видение этого конкретного макияжа на этой конкретной моей Оксанке. Да? Поскольку эта часть у нее достаточно выпуклая, я решила ее сильно не высвечивать вперед, а оставить так, как она есть. И продлить эту складочку наверх темным пятном. Угу. Угу. Прекрасно. И повторяем то же самое на втором глазике. Следующее, что я буду делать, немножко подводочку. Но опять-таки, если мы говорим про классический возрастной макияж, это очень даже не обязательно. Если где-то там и можно использовать, то очень фрагментально и очень чуть-чуть, и вообще желательно тенями. Но здесь у нас все классно, поэтому я сделаю чуть-чуть подводку и тоже только по внешнему краю. Сюда. Не закрываем. Угу, чуть ниже. Вот так. Хочется моргнуть. Моргаем. Я вам показывала, как делается в классическом макияже. Мы не заводим стрелку высоко. То есть я стрелочку провела вдоль глаза, и она у меня вот осталась где-то там в тени. Мы не видим ее окончания. Она просто подчеркнула линию роста ресниц. У Оксанки достаточно выпуклый сам глазик, да, вот именно само яблочко. Чтобы его немножко сделать меньше, мы проведем все-таки почти до конца, чтобы как бы немножко перерезать глаз и сделать чуть-чуть визуально меньше подвижную часть века. Боже, какие страшные слова. Вот буквально совсем тонюсенькую линию мы провели. И то же самое на втором глазике. Тыч. По моему совету, Оксанка у нас будет краситься своей тушью, поскольку, в принципе, вообще в идеале краситься своей тушью. Потому что, во-первых, понятно, что бактерии, да, но, в принципе, конечно же, я использую одноразовые инструменты. Но если у вас есть своя тушь, то вы к ней привыкли, да, и вы знаете ее эффект и любите ее, то можете смело использовать свою тушь. Вот она, наша красота. Вот такие шикарные у нас получились глазки. Да, это комплимент самой себе называется. Да, такие шикарные получились глазки. Вот. Как по мне, прекрасно. Мы немножко, видите, вытянули форму глазика уже тенями. Я чуть-чуть подтянула в сторону. То есть получились не круглые глазки, какие они есть сами по себе у Ксюши, а чуть-чуть вытянули их в сторону. Получились такие раскосые улыбки. Твоя раскосая улыбка, как поется песня. Вот. Прекрасный сияющий цвет лица. И вообще, Оксана, ты у нас красота. Правильно. Молодец. Так, добавляем немножко розоватые губки. Хотя у Ксюши там еще осталась какая-то помада под низом. Я ее до конца не смыла, или что-то блеск какой-то был, да, Оксанка? Блеск. Совсем чуть-чуть. Если говорить про блески для губ, то для возрастного макияжа не нужно ими слишком увлекаться, именно блесками. Да? Блеск можно нанести где-то вот у слизистой, почти там внутри, да, чтобы как будто бы оттуда какой-то влажный эффект выходит. Но не нужно на все полностью губы наносить блеск. Закрыли рот, открыли глаза. Последнее, что мы будем делать, это румяна. Здесь я использую, даже не буду мешать, я использую вот этот цвет. Он весьма холодный, но чуть-чуть уже ближе к тепловатому. То есть такой себе нейтральный цвет румян для холодного цветотипа
девушки. Вот я его набрала, обязательно убрали все лишнее. Видите, сколько убирается об руку, когда вы снимаете все лишнее. И чуть-чуть подрумянили. Я вот даже на яблочко нанесу чуть-чуть, чтобы прям совсем румяная, разрумяная, молодая, размолодая, такая у нас красота, цвет появился. То есть все варианты розового, персикового, они убирают землистый оттенок с лица и делают его более свеженьким. Поэтому не стоит, скорее всего, возрастного макияжа использовать как контурирование, поскольку контур имеет цвет тени, такой землистый оттенок, да, холодный коричневый, а румяна как раз придают нужный оттенок свежести для лица. Ну что ж, девочки, наш макияж возрастной на сегодня закончен. Ксюша, жду от тебя комментариев. Я надеюсь, вы насчитали 10 весомых отличий, потому что я насчитала даже больше. Юля совершенно развеяла мифы. Я поняла, что половину моей косметички нужно в сторону, в том числе и бронзата. Оказывается, конкурировать мне вообще не нужно, а я это делала. Вот. Еще половины нужно докупить на совершенно другого. И еще миллион и тысячу одну таких вот подсказочек, которые для своего макияжа. Словом, я буду это видео пересматривать еще 1000 раз, поставлю его в избранном, это будет мое самое любимое видео и подсказка на каждый день. Надеюсь, для вас тоже. И спасибо, что были сегодня со мной. Ставьте пальчики вверх этому видео, подписывайтесь на мой канал и задавайте обязательно ваши вопросы в комментарии. С удовольствием на все отвечу. До встречи, девочки, пока!